Привет, друзья! Вы на канале Трофим про Америку. В этом выпуске мы с вами отправимся в район, где все дома были построены на фабрике и привезены на траках и установлены на фундамент, который уже там до этого залили. И все дома, которые мы будем там наблюдать, все до единого привезены таким образом. Поехали! Такие дома покупают люди, которые не хотят переплачивать сумасшедшие деньги за дом, который был построен на месте. Недвижимость в Штатах прилично таки дорого стоит. И кто не хочет сильно раскошеливаться, они предпочитают вот такой вот вариант, когда дом привезенный и установленный на фундамент. Это гораздо дешевле, чем купить обыкновенный дом. Приехал я в этот район. Сейчас мы будем тут все ходить и подробно смотреть. Буду вам рассказывать. Значит, такие дома нельзя в Штатах ставить там, где дома построены на месте. Если вы хотите приобрести дом такого типа, то нужно, значит, покупать землю в районе, где только такие дома привозные. И вот это вот вся территория, так назвать парк, это вот все дома, которые сюда привезли. Сейчас я где-то запаркуюсь и походим по местности и посмотрим, как все смотрится. Расскажу вам примерно, сколько такие дома стоят. И вот, друзья, вот эти все дома, привезенные на траках, установленные. Вокруг внизу сделана такая типа юбка, она закрывает вот эти вот подставки, как бы фундамент. Я не знаю подробно, как оно там установлено, но вот такого типа домики. Гаражей нету вообще, только навесы. Друзья, вот это вы наблюдаете, это такси. Знакомый мой один товарищ, он работает таксистом. Сейчас мы зайдем к нему в гости, и он нам покажет кое-что. Значит, позвонил я своему товарищу Сергею. Он сейчас должен уже выйти из дома. Ну, может, пошли посмотрим. Хозяин! Оба-на, мы здесь. Хозяин, привет, Серег. Смотри, привет. Смотри, тебя Кимошка встречает тоже, собачка такая классная. Вот здесь. Но нельзя ругаться, свои. Кимонюшка, пропусти. Пропусти, песик. Пропусти. Здесь пресса пришла. Переступать. Значит, друзья, это Всем Сергей. привет. Он работает таксистом. Песик гавкает на нас, он ругается. Значит, что, Сережа, тема такая. Я приехал в ваш район посмотреть. Интересный это район у вас. И вот хочу, чтобы вы рассказали немножко, как давно вы тут живете. Здесь мы уже 8 лет живем, нам очень нравится. Потому что очень тихо, спокойно. До этого мы снимали апартаменты. Ну, в апартаментах мы жили, пока не купили этот дом, так сказать. Многие из наших комьюнити недовольны, называют их сарайчиками, вот так это вот. А мы всем довольны, внутри комфортно, все. И дешевле жить даже, чем в однобедрумном апартаменте. Однобедрум, это значит одна спальня, и все. И где мы жили раньше, там сейчас цена 1100 за одну комнату. У нас здесь это наш выплаченный дом, и мы платим 730 в месяц, наполовину дешевле. Я как таксист, я недавно заезжал в тот апартмент-комплекс и спрашивал людей, сколько они там платят сейчас, а они говорят 1100, и плюс еще сами платим за воду, за канализацию, за все. И тотал получается 1400 в месяц. А у нас наполовину дешевле. Но зато у нас
Есть чем заниматься, не сидеть только возле телевизора там это вот и смотреть сериалы это вот. Но у нас есть чем заниматься. Вот мы можем сейчас развернуться. Мы можем развернуться и посмотреть, что есть чем заниматься. Во-первых, огородики там это вот, да, прудик один, другой. Когда травку покосить можно, вот виноградик. И иногда делаю винчик, но сейчас он уже по времени Вот вы сказали высох, винчики, да. я вспомнил, вы Да. с Молдавии, расскажите Да? друзьям. Фу. Так, по-моему, это вот кто с Молдавии и так знает, как делать вино. Это вот. Но вино мы не делаем крепленное, а так чисто как сок, вот такое, слабенькое, легенькое, это вот. Чисто отжали это вот стекло, попьем и так вот, да. Как давно вы в Штатах живете, Сергей? Уже 20 лет было, да. 20 лет уже было, да. Немножко хочу вернуться насчет дома. Ваш дом выплаченный, и вы сказали, платите $700. Это вы платите потому $700 что за это землю. Земля государственная. Земля, да, да. Это Не налоги, это типа государственная. налоги. Здесь как это вот, раньше в этом месте был карьер. И здесь добывали камень, и когда-то пробили жилу, там, наверное, это вот, Ключ. да. И вода пошла, они забросили это место. Один умный, наверное, скупил это место за копейки, грубо говоря, по-русски. И восстановил здесь, взял деньги в банке и построил как коммуникации, канализации и так далее. Все. И говорит, пожалуйста, приезжайте как Mobile Home Park. И каждый привозил сюда свой дом и ставил. У нас что получается? Обычно такие парки, они флат ровненькие и у всех одинаково. Спереди чуть-чуть, сзади чуть-чуть. А у нас здесь у всех по-разному. Вот, допустим, у нас здесь самый большой участок получается. Я ездил по всему парку, смотрел. Вот у соседей там вообще ничего нету сзади за домом. Вообще ничего, да. И там дальше у нас просто, где был карьер, там сейчас пруд. Озеро как бы. Да, озеро, да, образовалось, да. А так, приходят волки к нам здесь сзади, да. Я смотрю, у вас тут даже и лес немножко есть. Был намного шикарнее, скажу почему. Потому что вот эти сосны заболели, вернее их вырезали. Вот там были сосны, там вырезали. Вот здесь ива была вот такая же. Это я уже посадил. Так, а вот же это что же ива, да? Или это верба? Это ива, одна Ива. осталась. Вот здесь была ива, и там была ива. Это я уже посадил вот с такой маленькой елочки. Вот с такой маленькой елочки, вот она уже как выросла. Репортаж идет. Ой, какой песик, перчик у тебя. Ты смотри, какая собачка, собачка. Серега. Да тут собачка у тебя такая забавная, что какая там чебурашка. А вон, чебурашка залезла на елку. Какая забавная собачка. Какая собачка. А здесь Сергей выращивает овощи, помидорка, огурка. Сейчас, друзья, уже ноябрь. Ну вот мы наблюдаем петрушка и щавель. А вот это сосед Сергея. Верхний с помощью Игориного зятька. Сергей, благодарю тебя за интервью. Я тебя благодарю за то, что пришел, приехал, это вот, пообщался. Мы очень рады всем, кто к нам приходит. Любим гостей, пообщаться. Это жизнь. Как у вас работа с такси? Немножко похуже стало, а так на все хватает, за все, слава богу. Ну вы этим в Штатах и занимаетесь, да? Только на такси работаете? До такси я механик, это вот, я могу любую работу сделать по двигателю, там, трансмиссию, даже двигатель сменить, по bodywork, дэмиджи какие-то, вот, повреждения, это вот, вплоть до покраски, да, подготовить. Но это было, когда я только переехал в Америку, это было, а уже 15 лет на такси, даже больше, да. Спасибо, Сергей, за интервью. А вы думаете, на меня народ не обидится, если я с таким агрегатом буду ходить по району? Тут спокойные люди, не дикие. Никто не подстрелит меня. Вот
такой народ здесь. И еще будут благодарить нас. Ну, спасибо, Все братан, это за вот, интервью. Пройдусь по вашему району, покажу моим У нас подписчикам. очень тихий, спокойный район, да. Ну все, брат. Все нам, даже едем на машине, друг другу машем. Кто едет навстречу, кто с собачками гуляет, это вот. И особенно тут есть две бабушки, они 3 раза в день ходят гулять. 3 раза в день. И если я утречком выезжаю... Американки? Да. Они мне машут, я им иногда остановятся, здесь тоже постоим, пообщаемся. Это вот, да. Нормально. Все нормально. Друзья, продвигаемся дальше по району. Да. Сергей, спасибо вам большое. До встречи, еще Тебе зайду к вам. спасибо. Тебе Удачи спасибо. на дорогах. Всех благ тебе. А мы, друзья, пойдем по району гулять. Я, друзья, оставлю мою машинку, Тойотку, пускай тут будет, а мы пошли прогуляемся по этому району. Вот, друзья, видите, у людей мерседесы какие хорошие. Так что это тут и разные люди живут. Даже на мерседесах катаются. Вот такие дома, друзья, видите. Люди так вот живут. Внутри, между прочим, даже комфортно. Большие комнаты, большой зал. Может быть, получится снять внутри. Если, может быть, к Сергею еще вернемся. Ну, будет видно. Сейчас пока я хочу снять все снаружи, а там внутри будет видно. Здесь вот дети играют в баскетбол, а может даже и взрослые. Лес. Хвоей пахнет. Я, друзья, не буду камеру направлять сильно на дома, чтобы люди не пугались. Я надеюсь, что все вам видно. Вы имеете представление, что это за район. Обратите внимание, насколько чисто, аккуратно. Нигде нету никакого мусора. Вот, смотрите, розовый дом какой интересный. Можно поставить. Около 4 автомобилей можно запарковать. Друзья, если вам нравится такая тема про районы, про дома, пишите в комментариях, и я могу также вам показать, где очень дорогие дома, которые стоят по $500 000 и выше. А вот этот дом привлек мое внимание, он продается, друзья, но, к сожалению, цены нигде мы не увидим, нигде нету рекламок. Ну вот, веб-сайт. Если кому интересно, я вот приостановлю камеру, и можете выйти на веб-сайт и посмотреть, сколько этот дом стоит. Написано вот, проверьте на веб-сайт. И вот веб-сайт www. И так далее. Но Сергей нам говорил, что от 100 тысяч, 120 тысяч, 100 тысяч такие дома сейчас стоят. Ну, друзья, это, видите, такие как бы бюджетные дома. Ага, кому как нравится, тот так и живет. Кто покупает дворец где-нибудь на горе красивой, кто не может позволить дворец, покупает вот такие вот бюджетные дома. Я думаю, что это нормально, это лучше, чем жить где-то в доме, который вы не можете потянуть. Большой, надо платить долг в банку. И если люди не могут потянуть, вот покупайте, пожалуйста, такой дом и живите себе спокойно и не напрягайтесь за все эти бешеные счета, которые надо отдавать банку. Вот я наблюдаю еще один дом на продажу, друзья. Смотрите, также опять, к сожалению, нету. Бывают такие, ставят типа как почтовые ящики, и люди ставят там такие бумажные листовки, и можно посмотреть, сколько стоит. Ну тут опять же, друзья, вот надо либо звонить, либо выходить вот на этот веб-сайт и узнавать, почем дом. В Соединенных Штатах счетчики, которые считают электричество, всегда стоят у всех на улице. И контролеры, которые контролируют, проезжают. Такая специальная оборудованная машина.
Друзья, обратите внимание, вот это вот так вот развозят в Америке почту. Все почтовые ящики находятся кучкой в одном месте, и почтальон приезжает, раскладывает все письма, газеты, и не надо ходить от одного дома к другому. Друзья, район в стиле одноэтажная Америка. Пишите в комментариях, что вы думаете про такой район. Вот, друзья, обратите внимание, вот у людей Cadillac, не из дешевых, 1080 такой стоит. Друзья, обратите внимание, видите, вот еще почтовые ящики. Это значит, люди не ходят именно в одну точку только за почтой. Походу, на этой территории вот таких вот мест с почтой может быть 3-4 места вот таких вот. Друзья, примерно этому району лет 20. И вот, как видите, за 20 лет этот район в хорошем состоянии. Довольно-таки чисто все везде, убрано. Нету никаких граффити, беспорядка. Тихо, спокойно. Вот такой вот, друзья, район. И пишите в комментариях, какие бы вы еще хотели районы увидеть. Интересует ли вас вообще эта тема про районы. Пишите все в комментариях, мне будет интересно это все читать. И мне будет легче знать, что вам еще хочется увидеть. А сейчас, друзья, мы попытаемся пройти к озеру. Сергей рассказывал, что здесь раньше был какой-то карьер. Потом начало потопление. И вот там озеро. А вокруг озера образовался вот такой вот район. Пришли мы, значит, вот такая вот тупиковая улочка. Вот стоят знаки, что только можно посетителям парковаться. Вот здесь парковаться нельзя. Тут вот написано «опасно не заходить». Ну и вот отсюда мы наблюдаем вот это вот все озеро. Здесь рыба есть. Затрудняюсь сказать, какая именно. Может, даже и форелька есть. Друзья, если вы наблюдаете, там вот вдали плавают уточки. Вот такая вот атмосфера здесь. Тихая, спокойная. Друзья, сейчас ноябрь месяц. Ну вы как наблюдаете, насколько хорошая погода, ясное небо, тепло. Вот практически я прошел целый круг по этому району. Я все подряд, конечно, не снимал, но в общих чертах я вам показал вот такой вот район, где находятся привезенные дома. А вот здесь, друзья, живет мой коллега Игорь. Может, вы его наблюдали в роликах уже в предыдущих. Это вот он здесь тоже проживает. И вот это Мерседес его. Друзья, на этом небольшой мой блог про район подошел к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи на канале. До свидания, друзья.